Сообщаются в новостях такие вещи, что Пугачева может стать иноагентом из-за квартиры. News.ru публикует новость. Муж и жена одна сатана. Пугачеву хотят признать иноагентом и запретить продажу ее квартиры в Москве. Что-то не очень понятно, где курица, где яйцо, но давайте разберемся. Глава ФПБК Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру проверить артистку, так как она является аффилированным лицом Галкина, признан инагентом в свою очередь, то есть может влиять на него деятельность. Необходимо не дать Пугачевой продать квартиру, потому что непонятно, на что пойдут вырученные деньги, подчеркнул Бородин. Довольно интересная позиция, друзья мои. Что думаете? Сообщайте со своей стороны, приводится цитата: «Нельзя допустить, чтобы продали данную квартиру, потому что, как говорят муж и жена, это одна сатана». В законе о статусе иностранного агента четко прописано, что инагентом может стать даже аффилированное лицо. Пугачева является на сегодняшний день аффилированным лицом инагента Галкина. Добавил, видите, как повернул ФПБК. Интересно, Бородин, он вообще борется с коррупцией, пока мне не попадалась информация, чтобы он поборол ее, ну хотя бы, хоть что-то. Но с Пугачевой он уже вот это высказывал. Причем на моей памяти что-то, по-моему, большое количество раз. Ну вот, что через мужа, раз там этот инагент, а они же одна семья, одна сатана, ну вот как преподносится. Но у меня все время возникает вопрос. Дело в том, что по Пугачевой есть вопрос куда более масштабный, на мой взгляд, значительно более глобальный. Это то, что касается ее внука, у которого фамилия совпадает с фамилией человека, который сейчас в международном розыске по делу Айшат Баймурадовой, которая была убита в Армении. И, как ни странно, именно вот сразу после убийства в Армении внук Пугачевой, который занимался картинами, что как-то странно тоже совпадает с тем, что Пугачева пыталась вывести картины под видом музейной ценности, а они оказались не музейной ценности. Так, я на всякий случай, если кто-то не в курсе или недавно на канале, я уж объяснял, именно это все равно как проколоться, потому что именно на этом и отмывают деньги. Продают квартиры какую-то каля-маля на коленке нарисованную, но продают как музейную ценность за огромные деньги. Вроде как все честно по бумагам, и так деньги из серого нала превращаются в отмытый обеленный нал. Если где-то украли, утащили, не знаю, с бюджета, может быть, выкрали, ну я как вообще в принципе, да. И вот подобная форма бизнеса, она, довольно подозрительна, и в Европе на это давно обращают внимание. И поэтому, когда внук Пугачевой занимался именно подобными бизнесами, различными выставками, на него, наверное, не обращали внимания, в основном потому, что он все время открещивался. Я там с мамой и с бабушкой не общаюсь, Кристина Арбака, это у него мама, с папой не общаюсь, он в Чечне живет, и сам этот сын тоже, в общем-то, в Чечне, там как-то и обучение проходил, как-то вроде был привязан к Чечне, но дистанцировался. И после того, как тут не могу точно сказать, однофамилец его отца или действительно родственник, потому что журналисты вроде как предполагают, что племянник его отца как раз и есть подозреваемый, который по убийству девушки чеченского происхождения, которое в Армении произошло. Но мы с вами понимаем, что из-за этого события, из-за того, что он однофамилец, могут быть, наверное, проверки в его отношении, на все формы, на форму ведения бизнеса. Опять же, это предположение. Но как-то странно, что на фоне этого моего предположения он сворачивает все свои бизнесы и уезжает в Чечню после смерти Айшат Баймурадовой. Вот этой страшной трагической истории. Я к чему? К тому, что, может быть, есть смысл Бородину, он все-таки борется с коррупцией, уж куда более коррупцию какой найти, подобное отмывание денег на картинах. Но у меня такое ощущение, что Бородин то ли этого не видит, вроде он в силовых структурах работал, то есть надо ему срочно нанести удар сильнее по Пугачевой будет, если начать, с Кадырова, например. Не то чтобы я хотел извиняться перед Кадыровым, но, возможно, захочет Бородин. Вот, на мой взгляд, жутко любопытно будет, если Бородин перейдет туда, куда есть смысл позадавать вопросы, оттолкнувшись от дела Айшат Баймурадовой, Царство Небесное, несчастная судьба, конечно же, трагическая. Но как-то вот странненько там присутствует фамилия родственничка Пугачевой. Просто говоря о Пугачевой, на мой взгляд, вот эти странные совпадения, они настолько перевешивают все остальное, и ее интервью про какого-то Челобанова, и мнение Бородина по поводу того, что там у нее муж Галкин. У мужа Галкина там тоже, кстати говоря, много вопросов по поводу его папы, который сменил убиенного Рохлина. Вокруг черты Пугачевой вообще моря какие-то бурные, реки у них за спиной.
и задавать вопрос про то, что она инагент. И просто даже в юриспруденции есть поглощение более тяжким. То есть друзья, вот разделяете или нет? Ну вот вы сейчас меня услышав, даже если вы мне не верите или сомневаетесь, или вы первый раз меня видите, ну вот когда я вам перечислил такие основные маркеры, вот что из этого вам кажется наиболее любопытным, чтобы разобрать? Там даже, я не знаю, все равно как на этом фоне сказать, там плашку не ставит, например, инагента Галкин. Я не знаю, ставит он или нет, он там, по-моему, ставит все время вопрос, чтобы с него сняли это инагентство. Ну, не знаю, подтверждается, не подтверждается. Но на фоне всего остального, мне кажется, вопросы инагентства как-то очень сильно блекнут и теряются. Хотя, вот могу ошибаться, опять же, здесь же очень много допущений. Но почему это допущение с моей стороны? Ну, потому что такое впечатление, что больше никто этого не видит. Просто если бы это озвучивали бывший служащий, вот тот же Бородин, или просто официальные лица какие-нибудь проверили бы, куда ехали 2 фуры Пугачевой с, позволения сказать, музейными ценностями. То есть какое-то было бы продолжение, было бы расследование, я бы сейчас говорил как о вещах, которые официально подтверждены. А так я словно конспиролог сижу. Ну из-за чего? Из-за того, что я, что ли, конспиролог? Или что-то из того, что я сказал, было враньем? Нет. Я вам назвал основные точки, кочки, которые осталось только совместить. Мне кажется, даже не надо быть гением сыска, чтобы их совместить. Но их никто не совмещает. Может, или не надо. Вот напишите, что вы думаете. Я от себя добавил по поводу Пугачева. У меня только одни вопросы, и они все-таки, на мой взгляд, более глобальные. И на фоне их всякие вопросы инагентства вот в моих глазах теряются. Да не обидятся на меня те, кто считают, что это ключевой вопрос. Ну вот не знаю, кстати. Пишите, что думаете. Подписывайтесь. Следим, напоминаем старые дела. Кстати, вот отчасти моя работа напоминать старые дела. Потому что все уже про фуры забыли, про то, что... Про фуры все время что-то забывают, то, что Пугачева мотается туда-сюда, и что никуда она не уезжала, ее просто один раз поймали в России, просто увидели, люди узнали, и она сочинила какую-то сказку, что она приехала там песню записывать, песню Пугачева с 80-х вроде как не поет, но следующую песню она вроде как прохрипела, уже благополучно записав ее за рубежом, значит, она совершенно, то есть они вообще не задумываются о том, что она же вчера еще объясняла, что она записывает в такой-то студии только в России, в Твери там. Проходит какое-то время, и расчет то ли, что вы забудете, то ли они сами забывают, что рассказывали. Следующую песню она благополучно записывает в Европе. Уж лучше бы вообще тогда не пела, чтобы не попадаться на вранье, на мой взгляд. Так и не объяснено, что зачем она приезжала в Россию, или она вообще, может, она и сейчас там в России, я же этого ничего не знаю. Может, они, знаете, как говорят, консервы, да, наснималась там где-то в Лимассоле или еще где-то там на море, где-то походит, побродит. Сама сидит, может в замке, может в бункере, кто ее там знает, где она сидит. У нее денег столько, что она может в ядре земном сидеть, было бы желание, образно выражаясь. В общем, так немножко добавил от себя, вот это вот те вопросы, которые рождаются у меня. Рождаются или нет у вас, не стесняйтесь, тоже сообщайте.